Всем привет! Сегодня на видео устройство из Китая с AliExpress. Готовые устройства, с помощью которых можно подключить две POE камеры. Изначально будем испытывать подключение двух POE, именно POE камер, по одному кабелю. В такой упаковке приходят RJ45 сплиттер комбинер у POE кабель. Kit of 2 устройства. Два таких сплиттера, RJ45 с одной и с другой стороны. И на выходе два RJ45 также, которыми именно и подключается две камеры. Между этими устройствами идет один кабель. Витая пара, восьмижильная, обжатая обычным способом. Вот эти одинаковые, и таких два заказал. Вроде бы с виду, да, когда бегло глазами пробегаешь, ничем не отличаются, но отличие есть. Другой комплект комплектуется также из двух устройств, но второе устройство не однотипное, как в первом комплекте, а имеет такой вот конструктив. Камера подключается непосредственно в распредкоробке, если мы, понятно, это устройство помещаем в герметичную распредкоробку, потому что, оно не герметично, не приспособлено для использования под открытым небом. Камеру подключаем RJ45, а в этот отвод далее подключаем кабель. Если этот вариант у нас подразумевает подключение двух камер в непосредственной близости от распредкоробки, то этот вариант у нас подразумевает подключение двух камер на большем расстоянии друг от друга. Или от распредкоробки, в которой будет помещаться конечное устройство. Данная камера у нас будет близко подключена, а эту камеру, которая будет подключаться к этому выходу, можно вынести с помощью кабеля немного дальше. Опять же, на какую длину, спросите, можно это все относить? Ничего я вам конкретно сказать не могу. Нужно испытывать это все экспериментальным путем. Опять же, многое зависит от качества кабеля, который вы будете использовать, и от устройства, которое будет питать это все дело. На своем телеграм-канале, ссылка на который под видео, я вам отдаю все, что обозреваю на своих видео по закупочным ценам AliExpress в Украине. Но мне почему-то кажется, что до 100 метров это все должно работать. Опять же, чем больше соединений, тем будет больше потерь по напряжению на кабеле. Имею POE коммутатор 48 вольтовый и две POE камеры. Также 48 вольтовый вариант камер. Одна и вторая, которые могут работать по одному кабелю. Именно информация и данные. Берем одно из устройств и подключаем их просто в первый и второй выход POE коммутатора. От одного выхода понятно, что две камеры работать не будут. Беру кабель. Давайте коротенький, просто вот синий возьму. Обжатый, восьмижильный, обычным способом. И подключаю его между этих двух устройств. К примеру, пошел один кабель. Давайте возьмем расстояние, как по POE заявлено, до 100 метров. Это все у нас находится в распредкоробке на улице, к примеру. И рядом две камеры. Камеры неповоротные. Рассмотрим тот вариант, когда одна камера должна смотреть в одну сторону улицы, другая контролировать другую часть улицы. Туда, например, будет смотреть. Заходят их кабели в распредкоробку и подключаются к устройству. Разъемы питания для питания 12 вольтами остаются у нас не подключенными. Подключается все по POE. И даю питание на POE коммутатор. Камеры пошли у нас загружаться. Тестовый режим на отводах. Также все одновременно подключается. Индикация на RJ45 имеется. Также тут имеется индикация на POE коммутаторе. И мы можем видеть работу камер в домашней сети.
По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. И в нашем случае, как вы можете видеть, две камеры подключены одним кабелем. С помощью этих двух устройств, с помощью этих двух сплиттеров. Тот вариант, когда мне нужно камеру отнести дальше. И для этого я хочу использовать еще один кабель. Отключаю я это устройство полностью. Меняю его на вот этот сплиттер. Камеру, которая остается рядом с распредкоробкой, где будет помещен этот сплиттер, подключаю обычным способом. Эта камера у нас пошла дальше. И использовать буду кабель другой. Подключаю его и подключаю им вот эту вот белую камеру. Моментальное подключение. Индикация на RJ45 имеется. Камера загружается и работает уже на удаленном расстоянии от распредкоробки, в которой находится этот сплиттер. И опять же, все это две камеры у нас в данной конфигурации также работают по одному кабелю. Например, в вашей системе видеонаблюдения использовалась 12-вольтовая камера, которая вас полностью устраивает во всем, в изображении, то есть в картинке ночной, дневной, в угол захвата. Все отлично, она вам нравится. Но вы хотите строить POE-систему видеонаблюдения, POE-коммутатор, кабель использовать на большую длину, все это будет работать. Как в нашем случае поступить? И тем более вас заинтересовала вот эта схема подключения с помощью этих POE-сплиттеров двух камер по одному кабелю. Все можно сделать. Камеру не обязательно вашу менять, покупать, искать POE 48 вольт чисто. С помощью вот этого вот сплиттера. Устройство, которым я пользуюсь и людям ставил, все работает без всяких вопросов. Есть такой же вариант для использования, он в закрытом корпусе. Можно окрепить на стену под открытым небом, все будет работать нормально. Это вариант для использования в распредкоробке или же где-то под навесом или в помещении. Суть в чем? 48 вольт приходит, а камера питается своими же 12 вольтами. И все это также можно запитывать по одному кабелю. Подключаю просто я 12-вольтовую камеру ее обычным способом через сплиттер. А сплиттер уже подключаем к нашему сплиттеру, который делает все у нас по одному кабелю. Все очень просто. Камера работает по 12 вольтам. Загружается в сеть. И также работает штатно. Но уже по 12 вольтам. На своем канале делал я видео по этому поводу. Кому интересно, переходите по ссылке. Видео так и называется. Как подключить любую 12-вольтовую камеру по POE 48 вольт. И там же ссылки на все сплиттеры. В корпусе для помещений и также в уличных корпусах. На сегодня все. Ссылки на данные сплиттеры оставляю под видео. Там же и на камеры, и на коммутаторы вы можете найти ссылки, по которым уже можете переходить и заказывать это все на AliExpress. Все проверено и работает. Сам заказываю, показываю вам это все на видео, как работает. Также подпишитесь на канал, обязательно поставьте лайк, помогайте развивать канал, продвигать видео. В дороге еще очень много оборудования и камер по видеонаблюдению, под которые вам обязательно покажу. Также в Telegram заходите по ссылке, там я продаю кое-что из того, что показываю вам на видео по закупочным ценам Алиэкспресса. Также группа в Телеграме создал специально для общения по помощи по теме видеонаблюдения. Всем удачи, до следующих видео.